Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. Сегодня у нас постройка одного из самых необычных домиков, в моей карьере, потому что он максимально непрактичный. Да, я в принципе грешу тем, что иногда строю какие-то непрактичные квартиры, но здесь прямо апофеоз всего этого, потому что я тут сидела в Инстаграме, и мне выпала картинка, которую вот вы вначале видели, как каруселька, в общем. И меня настолько вдохновил этот дом, что я не увидела вообще ничего. То есть вот мне казалось, что он идеальный, он такой замечательный, он просто вообще невероятный. И я начала его строить, и потом поняла, что это жесть. Это вообще абсолютно нерабочий дом. Возможно, обычный человек может там выжить, но Сим точно не может, потому что, во-первых, нету холодильника, во-вторых, нету ничего, где можно приготовить еду. Конечно, может бесконечно питаться пиццей или сырыми продуктами, но это вообще не то, что хотелось бы. Плюс в самом конце я обнаружила, что нету ванной комнаты вообще. То есть она там, видимо, не предполагается. Возможно, она где-то там у них под крышей, потому что по факту второго этажа не было фотографий, то есть он вроде как есть, но что там не особо понятно, и предположила, что там, скорее всего, кровать, но все равно не особо понятно, что там находится. Вот. Но сам по себе домик, конечно, прикольный, он симпатичный. Я его потом немножко попыталась как-то привести в чувство, но это были какие-то такие робкие попытки. В общем, простите меня, но он мне так, изначально понравился, и у меня с ним были такие проблемы. У меня постоянно какие-то колонны куда-то улетали. То светяшка какая-то тоже прилетела, когда я снимала заставочку. У меня почему-то вот эта вот гирлянда с лампочками оказалась в доме. Я не знаю, почему так произошло. Что-то там еще. Лестница постоянно пропадала. Я не знаю, почему. И, в общем, куча всего было. Но думаю, ладно. В целом наполнение внутри симпатичное. То есть я думаю, может быть, кому-нибудь вдохновит вот эта кухня с полочкой. Кухонной частью я горжусь. Только если туда добавить плиту и все остальное. Но сама по себе оформление симпатичное. Да и, в принципе, часть, которая с диваном, тоже симпатично получилась. Все окей. Но Сим тут полноценно жить не может. Все-таки ему нужны определенные вещи, определенные какие-то, как это называют, в общем, для жизнеспособности. Вот, то, что я ванную в итоге, я не помню, сказала, нет, прикрепила там сзади таким странным аппендиксом, потому что я подумала, что это совсем уже жесть. Вот, где она там в реальности, я так и не рассмотрела. Я не знаю, где она у них там. И для меня это прям загадочная загадка, если честно. Вот, так что я, в принципе, чувствую себя чемпионом по странной планировке и нерентабельным, не то что нерентабельным, а нежилым домам, в которых невозможно жить, которые симпатичные, но в них невозможно жить. Это тоже достижение, я считаю, нужно во всем видеть плюсы. Вот. И, кстати, вчера был стрим разработчиков Sims 4. Я его не посмотрела и пока выводы не увидела, но все равно я там слышала, кстати, какие слухи по поводу того, что не будет нового дополнения. Но это не слухи, это уже подтвержденная, по-моему, вещь, что не будет нового дополнения. Вот у вас сельская жизнь, наслаждайтесь. С одной стороны, я расстроилась, конечно, потому что всегда хочется чего-нибудь новенького, чего-нибудь интересненькое. С другой стороны, я себе сказала, что женщина, окститесь, потому что вы еще не разобрались в этой сельской жизни, потому что я постоянно нахожу что-то новенькое. То, о чем я забыла, какие-то рецепты, какие-то там задания. А потом я вспоминаю, что нужно же еще задания этих жителей выполнять, а потом еще что-то. Я только недавно ярмарки начала посещать. То есть я еще сельскую жизнь толком не освоила. Куда мне еще новые дополнения? Поэтому разработчики дали мне шанс для того, чтобы я спокойно во всем разобралась. Собственно говоря, я это делаю в
в челлендже «Выживаем на ферме», который я сама придумала. Да, я вот такая вот классная. Но суть в том, что там просто у меня сначала была большая полноценная семья, которые остались без средств к существованию, и пришлось им поселиться на ферме заброшенной, где практически ничего не было, ни света, ни воды, ничего. И, в общем, они там как-то справлялись с этим делом. Сейчас у меня осталась там только одна барышня. Все остальные разъехались, кто женился, кто учиться поехал, она как бы осталась как наследница этой фермы. Вот. И с помощью нее, сначала с помощью главного персонажа Бенедикта, потом, теперь вот Хлои, я осваиваю вообще это новое дополнение. Как-то пытаюсь вообще его разузнать, расчухать. Вот, правда, проиграла последний раз на ярмарке. Ну, вот так вот. Кстати, скоро выйдет новая серия, я так думаю. Я пока не уверена, но скорее всего. Но вначале, скорее всего, выйдет «Пекарня в наследство». Я там с новым вот этим спа-салоном что-то мне как бы вдохнула вторую жизнь в этот челлендж, потому что немножко подустала от него. Но отчасти из-за того, что очень быстро удалось вывести пекарню на хороший доход. Потому что в прошлый раз Бенедикт у меня мучился... Не Бенедикт, кто? Патрик. У меня был Патрик, точнее, я уже запуталась. У меня был Патрик, который там по всем правилам жил этой пекарни. То есть он там на 4, по-моему, тысячи построил свою первую пекарню, где он жил, работал. И как бы это все было медленнее. Здесь же у меня пекарня в наследство, поэтому у меня сразу два больших дома. Один пекарня, один жилой. И как бы мой персонаж, которая наследница этой пекарни, должна была и комнаты открывать. То есть не строить их заново, а открывать и обставлять. И у нее сразу была пекарня, и она, в принципе, достаточно быстро прокачалась, достаточно хорошо начала зарабатывать. Плюс в этот раз я как бы сама себе разрешила продавать растения, овощи, фрукты и все такое, потому что открывание дверей — это очень дорогое развлечение. Если бы я только пекарней это делала, то мы бы скопытились очень долго. Не очень долго, в смысле очень быстро, потому что быстро бы наскучило копить эти несчастные деньги. Вот, поэтому я немножко поменяла правила. И за счет этого как-то вот. Но потом обновилось дополнение со спа. Вот. И что-то мне захотелось, чтобы мой главный персонаж, который грезил до этого пекарни, решил, что она теперь мастер по йоге или еще кто-то. В общем, бывает такое в жизни, что внезапно появляется какое-то новое увлечение, которое полностью тебя поглощает. Причем ее поглотило полностью. Я еще ввела обратно ее маму, которая изначально была с ней. Вот, как-то повеселее стало. И, в общем, с этим спа-центром, с йогой вообще ничего не получилось. Я поняла, что, если Сим занимается вот этой ёжничеством, в смысле преподает, как это называют. В общем, вот эти вот делает... собирает людей в парке и преподает им эту йогу. Короче, это неблагодарное дело, это не очень хорошо оплачивается, плюс это очень долго, то есть это занимает полдня у Сима, и за день он может только 2 таких тренировки, например, провести. И это очень сильно зависит от количества людей, и не все хотят, а потом они вообще в конце могут сказать, что им не понравилось, и вообще ничего не заплатить. В общем, такая странная ситуация, в итоге я это и забросила. Но вот массаж, если у вас достаточно хорошее проходное место, вы можете им, неплохо заработать. Не могу сказать, что хорошо, но неплохо точно. Потому что все-таки массаж, он получше оплачивается, вы можете его делать быстрее, значит, большее количество раз. Плюс вы можете сами предлагать, чтобы сделать массаж. То есть я вначале там просто стояла, ждала, пока ко мне кто-нибудь придет, и мало приходит на самом деле. Но можно как бы влиять на персонажей и предлагать им массаж. Можно же предложить самый вообще такой дорогой, вот, и получается, вы можете обслужить большее количество клиентов, значит, вы можете заработать более-менее такую приличную сумму. Вот. В общем, такая интересная история вся это. Будем продолжать, как раз новые серии, скорее всего, оформим все это дело, как-то перестроим уже второй этаж, потому что пора, уже там есть возможность. Я выполнила практически все условия для того, чтобы открыть второй этаж.
В общем, будем что-то смотреть, будем думать, будем дальше играться. И, в принципе, появился опять у вас, моих подписчиков, интерес к этому челленджу, что мне тоже приятно и интересно, что у вас есть интерес, значит, и у меня есть интерес к этому челленджу. А к постройкам у меня опять что-то нет интереса. Вот этот домик я попыталась выдавить из себя, но, как видите, кучу всего не учла. Это вот когда я строю не с таким вдохновением, как обычно. Я заметила, в прошлом году у меня было то же самое. Вот осенью, в конце осени, в начале зимы у меня пропадает желание строить что-либо. Мне хочется играть в челленджи, но я понимаю, что только одни челленджи это не так интересно. Все-таки должно быть разнообразие. Поэтому не знаю, то ли будут выходить реже ролики, как у меня последнее время бывает, либо как-то будет все-таки меньше построек и больше челленджей, не знаю, пока я не понимаю, как справиться с этой ситуацией. Может быть, все-таки я как-то себя приободрю, восстановлю и буду больше строить. Вот. Кстати, там обещают разработчики, дополнений нет, но вот какие-то паки с или набора, или как они там, каталоги, что-то у нас вот сейчас куча всего. Будет что-то с одеждой и будет что-то с мебелью. Может быть, она как-то меня вдохновит. Новая мебель, новое какое-то дополнение мебельно-одежное тоже. Возможно, это как-то исправит ситуацию. Так что приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки и заглядывайте на канал. Здесь много чего интересного.